Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я рад представить вам обзор браслета Xiaomi Mi Smart Band 4. Это глобальная версия без NFC. Этот браслет я купил в своем розничном магазине за 3000 рублей. Да, это сейчас дороговато, и такая цена из-за того, что он новый, из-за того, что это новинка. Также я с ним походил уже 3 недели, то есть я хожу уже 3 недели. Я специально походил именно какой-то определенный срок, потому что все проплаченные обзорщики уже давно сняли обзор. Я знаю об этом, я знаю то, что я не снимаю на волне хайпа, но я вам хочу рассказать свои личные впечатления, потому что мне денег никто не заносил. Я решил поменять этот браслет, потому что у меня до этого был Xiaomi Mi Band 2. Он мне нравился, это был неплохой браслет, и я решил в конце июня поменять браслет именно на этот. И тогда, когда вышел Mi Band 3, я лично для себя не видел смысла покупать его. А когда увидел Mi Band 4, тем более с таким OLED-экраном, я подумал, ну почему нет? Я думаю, можно заменить. Так что давайте сначала поговорим про внешний вид этого устройства. Вот, кстати, такая коробка. И немного слов о зарядке. Такая зарядка, она видоизмененная. То есть мы снимаем браслет наш. И, кстати говоря, ремешки подходят от третьего Mi Band. Он так плотно сидит. Немножко с трудом это все открывается. И вот видим контакты. Прислоняем к контактам. И вот, и дальше на зарядку. В принципе, нормальная зарядка, претензий нет. Я один раз заряжал, все работает отлично. Вставляем его обратно. Это за него немного времени, но вот. Вот мы его вставили уже. Такой ремешок. Вот датчик пульса находится вот здесь. Он визуально стал больше, по моим ощущениям. И считывать он стал лучше, по заверениям самих обзорщиков, проплаченных. Вот контакты здесь находятся. Мы переходим к внутреннему функционалу. Давайте наденем браслет. Ну, я обычно надеваю тогда, чтобы оставалось где-то... Чтобы оставалось дырочки 3. Чтобы оставалось дырочки 3 или 2. Он заходит плотно. Ну вот, остается практически 3 дырочки. И он сидит вполне плотно. Вот так он выглядит на руке. Выглядит вполне неплохо, по моему мнению. Здесь на Mi Band 2 здесь была такая кнопка рифленая, а здесь просто простая сенсорная кнопка появилась. Вот здесь мы видим внутренний функционал. Сейчас я вам буду его показывать. Вот главный экранчик. Мы листаем. Это у нас меню. Дополнительно уведомления, тренировка, погода, пульс, статус, и можем обратно войти. Свайпаем вправо, и у нас открывается менюшка с музыкой. Здесь через Bluetooth мы можем менять треки, а также мы можем менять громкость тоже здесь, и также останавливать треки, либо делать паузу. Если там ВКонтакте вы зашли послушать музыку, то это работает. Давайте начнем смотреть меню. Начнем с дополнительно. Это у нас показывается режим не беспокоить. Вот он, можно его отключить. Вот свайпаем вот так, это у нас назад. Вот будильник, его тоже можно включить. Также это все, насколько я знаю, можно настраивать через приложение Mi Fit. Вот музыка, это я вам показывал. Нужно подождать где-то 2 секунды, и трек у вас найдется. Если в эту минуту проигрывается музыка. Секундомер. Ну тут все очень просто, мы ставим секундомер. Вот один круг, второй. И можно так делать. Останавливаем.
Так не переключается. Вот завершаем работу. И вот самое начало. Дальше идет у нас таймер. Тоже можно поставить таймер, если хотите. Также можно найти устройство, нажимайте, и он будет издавать такой звук. Но я не буду сейчас этого делать. Мне не хочется шуметь. Также есть режим без звука. Нажимаем и можем поставить в беззвучный режим. Вот, будильник включен. И дисплей. Здесь можно менять разные цветовые гаммы. Вот это стандартное. Вот это есть. Вот стандартное. И синенькое тоже стандартное. Также мы пролистываем еще. Это то, что мы скачали, можно поставить. Это можно скачать такие обложки в Мифите. Вот. Также, насколько я знаю, можно создавать свою обложку. Но это уже вы сами узнаваете, если вам интересно. Так вот, дополнительно. Мы все прошли. Нет, вот настройки. Здесь можно менять яркость. У меня лично стоит на 3 ступени, и мне нормально, мне хватает. Также можно поставить там на 4 ступень и 5 ступень самая яркая. Но давайте попробуем 4 ступень поставить. Также есть перезагрузка, экран блокировки, сброс настроек, регулирование. Это у нас всякие товарные знаки, то что это не подпольный Китай и все дела. И также сведения, то что там протокол Bluetooth и все дела. Дальше переходим уведомления. Здесь мы можем читать различные уведомления. Например, приходит вам на смартфон о том, что там ВКонтакте уведомления приходят, там WhatsApp. И мы можем вот так это все читать. До этого было обновление, то что плохо читалось, а теперь пришло обновление на этот браслет, и все стало нормальным. Вот, читать можно практически без особых проблем. Где-то вмещается 5 смс или даже больше уведомлений, точнее говоря. Также можно их удалить. Нажимаем, и удалено. Мы очистили этот раздел. Заходим еще, и у нас больше нет уведомлений. В разделе тренировки мы можем также указывать вид нашей активности. Там на велосипеде, бег на улице, на беговой дорожке, на велосипеде. Также ходьба, пауэрлифтинг, это у нас упражнение, а также бассейн. Насколько я знаю, в бассейне мы можем определять, то есть этот браслет определяет виды плавания, но я лично это все не тестировал, но в общем-то работает неплохо, говорят. Дальше это у нас погода, мы можем смотреть краткую информацию о погоде, то что днем 28 градусов, а ночью 17. Также можем подробно здесь смотреть, тоже кратко, подробно. Также у нас пульс измеряется. Немножко ждем, и у нас измеряется пульс. 86 BPM. Это у нас сколько до этого был пульс. Вот такая анимация прикольная у этого браслета. Зажимаем руку. Также рекомендуется, чтобы точно считывал пульс, нужно затянуть сам браслет, но я его пока что не затягивал. Ну вот 85 показывает. Вот можно еще раз сделать. Дальше у нас это статус, показывает, сколько мы шагов прошли, сколько расстояния мы прошли, сколько сожгли калорий. Он считает у нас по тому, сколько мы набрали вес, то есть он считывает по количеству шагов, то есть сейчас объясню. Вы ввели вес свой и рост, и по этим показателям он считывает, сколько вы съели, то есть сожгли калорий. Также здесь уведомление о вашей активности, сколько было их уведомлений. Но их можно отключить. Я, например, отключил, и мне нормально. Вот, все меню мы разобрали. Также мы немного поговорим про циферблаты у этого браслета. Мы заходим в приложение Mi Fit, нажимаем фитнес-браслет Xiaomi, там что-то там-то.
и нажимаем в настройки циферблата. Нас интересует эта настройка. Здесь есть циферблаты и мои циферблаты. Здесь вот стандартная есть. Но лично мне они не очень нравятся. Они какие-то все анимешные, что ли. Но есть какие-то неплохие циферблаты. В общем, в дальнейшем, скорее всего, этот раздел будет дополняться. И отсюда можно скачать какой-нибудь циферблат. Например, давайте попробуем вот этот. Я просто покажу. Он весит 123 килобайта, и можно его загрузить. Нажимаем, и на браслете идет синхронизация. Сейчас будет. Нужно немного подождать. Вот, здесь пишется то, что синхронизация. Вот, прошло где-то секунд 20-30. Я немножко обрезал. И вот у нас скачался сам циферблат. Но мне лично стандартный больше всего нравится. Я себе стандартный и оставлю. Мне его, в принципе, вполне хватает. Насчет времени автономной работы, буквально пару слов. Аккумулятор здесь стоит на 135 мАч. Я им пользуюсь уже третью неделю. И вот хватает на 18 дней. Уже 50%, то есть на месяц его хватает вполне, даже при активной эксплуатации. Но один петух на ютубе сказал о том, что этот браслет в активном режиме работает только неделю. Я не знаю, чем этот мудак думал, но смотрите сами, вот, пруфы, вот. Последняя зарядка 18 дней назад, 50% осталось. И вот на браслете 50%. 50. Нормальная здесь автономность работы. Краткие технические характеристики. Кому это не интересно, вы можете немножко перемотать ролик, либо посмотреть мой визуальный ряд. Диагональ AMOLED экрана составляет 0,95 дюйм, имеет класс защиты от воды и пыли WR50, вес браслета 22,1 грамма, имеется мониторинг сна, физической активности и сожженных калорий. Версия Bluetooth 5.0 LE. Емкость аккумулятора составляет 135 мАч. Xiaomi Mi Smart Band 4 оставляет положительное впечатление. Мне он нравится. Насчет NFC могу сказать, что мне насрать, что его в моем браслете нет. Это меня не волнует. Это очень хорошая замена Apple Watch, что даже сосет по самые гланды своему браслету Mi Band 4, потому что часы Apple Watch это оверпрайснутое говно. Вот такие у меня впечатления. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить свой лайк. С вами был канал Mobily-S. Всем больше денег. И буду рад каждой подписке на этот канал. Всем пока.